Доброе утро. Пятачка не могла разбудить, потому что Алиса после дискотеки вчерашней утром не может проснуться, хочет спать, да, Дось? А мы идем в ресторан, идем завтракать. Мы уже в Валенсии, мы в Испании. Мы вчера были в Испании, да, и сегодня в Испании тоже, только в другом городе. Порт Валенсии огромного размера, парковки. Это мой завтрак, а это дети себе понабирали. Мы вышли на блошиный рынок. Идем через него, идем к морю. Так интересно. Реально, как будто попала я в Тбилиси, в старый город, или в Киев на Подол. Этот пешеходный квартал называется Рамбланова. Мы находимся на балконе Средиземноморья. Его высота 40 метров. Пляж называется Плая Эль Миракле. И он очень такой протяженный, без волнорезов, без ничего. Море очень хорошее по температуре и выходить вообще не холодно. Водичка классная, здесь мелководье получается. И ты идешь и далеко, меленько. Балдеем на пляже, уходить не хочется. Это папе Алиса взяла. Что-то мы с Наташей сегодня разошлись. Говорим, ужинать не хотим, ну идем зайдем. Сегодня наш круизный лайнер весь день простоит в Валенсии. Вот здесь останавливаются бесплатные шаттлы, на которых можно выехать из порта. А вот те автобусы, они платные, по 14 евро с человека. Порт Валенсии просто огромный, и чтобы из него выехать, нужно проехать 8,5 километров. Это огромное расстояние, которое пешком, естественно, никто не пойдет. Вот. И хорошо, что придумали эти бесплатные шаттл-басы, это очень удобно. Валенсия очень большой портовый город, и, естественно, за один день увидеть ее всю просто нереально. Но мы сегодня постараемся посетить именно те места, в которые мы давно хотели попасть. Тут кактусы очень огромные. Вон какие, да? Мы решили начать наш день с пляжа. 2 километра пешком топаем из порта от шаттла к нему. Солнца нет сегодня с утра, и оно так парит, прямо как на дождь. Я думаю, что его не будет. Идем плавать. Мы вышли на набережную, вышли к пляжу, и этот пляж просто такой широченно-гигантский. Такая валенсийская пустыня Сахара. Класс, смотри, боже, какое вообще творение. У него там лампа в углу. Такую красоту, да, сделать? Хорошо, что есть вот такие помосты деревянные, и по ним можно дойти, в принципе, аж к воде. По пляжу только, наверное, по этому помосту будем идти километр. Подстилки не взяли, хотим именно поплавать. И потом посмотрим уже сердце Валенсии, город наук. Есть зона шезлонгов. Пляж очень протяженный, не видно его конца в ту сторону. И так интересно, но у нас такого нет. Народ вот просто подстилки свои постелил. И там лежат. Там в конце, в середине даже. Вообще какое-то скопление людей. Море тоже здесь такое мелкое. Бредешь. Уже скоро сзади будет берега. Не видно, а я все по колено. Вон где Алиса стоит, и там только ей по пояс. А с того стороны, там под водой морской ежик. Да ты что, в песке? Вода как будто бы немного холоднее, чем вчера, но мне кажется, это потому что солнца нет. Да не, вода теплая. Не знаю. Не знаю, реально градуса 23. И вчера и там был тоже песочный пляж, и там было, мне кажется, лучше, чем здесь. Чего? Ну, оно как-то похоже на это. Ну, море некрасивое здесь, да, На такое? Лузановку в Одессе. Это точно. Ух. Я
Хорошо. Такой штиль, вообще волн нет. И сам пляж по себе, ну, некрасивый такой. Вода самая обычная, Средиземное море. Есть пляжи намного красивее. Но реально очень хотелось немножко поменять обстановку после бассейнов и джакузи с лайнера и побыть на море. Не забывай с собой эту маску брать. Да? Морской ежик? Тут нет морских ежей. Не, ну могут быть в теории в песке где-то зарытые. Но я думаю, что Маловероятно. Алиса что-то другое увидела. Не, она говорит, она постоянно говорит, что вот я нашла золотую цепочку, но она это говорит, и поэтому что идет нырять в том месте. Она потом отходит, да, и говорит, я там что-то видела. Она даже стоять на этом же месте, Алиса. Где тебе что-то показалось в воде. Сейчас уже будем одеваться, собираться, идти искать либо автобусную остановку, либо пойдем пешком. Я думаю, что мы на автобусе подъедем, хотим увидеть город будущего. Уходим с пляжа, и такая жара началась, просто пекло. Voglio sente disturbare, tu a balle o rock and roll, tu gioca a baseball, ma il sordo è Bechamel, chi te li dà la borsetta di mamma, tu a fare l'americano, americano. Автобус стоит 2 евро, можно оплатить картой в терминале прямо внутри автобуса, а можно водителю наличкой. Удобно, остановки видно на табло. Мы сейчас находимся в одном из самых знаменитых мест Валенсии. Это научный музей. Здесь целый квартал, есть океанариум, есть музей наук и все такое современное. Так, мы зашли здесь, вот, океанографик. Сейчас мы находимся вот здесь, Агора. Вот, музей наук. Благодаря этому футуристическому комплексу Валенсию называют городом будущего. Комплекс спроектирован архитектором Сантьяго Калатравы и напоминает природные формы: глаз, планетарий, волну, дворец искусств и морского животного океанариум. Очень такое красивое, интересное и необычное место. Мы идем сейчас внутрь. А вот это здание белое, напоминающее скелет какого-то морского животного или рыбы, это музей наук. Кому чего? Кому водичку, да, найти? Алиса, меня сейчас штрафанут, здесь нельзя это делать. Там везде эти, скажи мне, таблички висят, что в воду не лезть. Территория очень огромная, множество этих бассейнов, множество зданий. И везде есть карты, где можно посмотреть, где ты находишься в данный момент. Музей науки принца Филиппа является одним из немногих в мире, где все экспонаты можно трогать и использовать, что делает науку увлекательной игрой. Океанариум здесь крупнейший в Европе, в нем более 45 тысяч различных существ, и он разделен на зоны, представляющие различные морские экосистемы планеты. На музей науки мы оставили 3 часа времени, чтобы спокойно походить и все увидеть. Оплата билета вот в этих вот терминалах получается 33 евро за нас всех вышло. Можно взять студенческий, детский дешевле, взрослый 9 с чем-то евро с копейками. Цыплятки вылупливаются из яичек здесь. Сейчас выплюнут. Здесь можно сесть, и вот мастер-класс, как нарисовать. Да, картины Леонардо да Винчи. Дети сидят и рисуют, и взрослые тоже. А здесь можно вот из таких палочек построить конструктор. Здесь в музее очень большое количество залов, и у нас не так много времени, но мы постараемся обойти максимально возможное. Все. Должно быть слышно, да? Это нужно правильную фигурку выбрать и засунуть в правильное отверстие. Только это не фигурка, это что-то, ну, типа... Да, это личинки жуков, короче. Я попала. Опа!
И я скажу, что в этом месте интересно не только детям, таким как Алиса или Тая, а даже взрослым. Хочешь, чтобы я оглохла? Привет, как тебя зовут? Меня зовут. Я думала, там жуки какие-то. А здесь оно лежит. Возьми это! Здесь живут мышки белые. У них здесь свое царство. Здесь надо равновесие, да, удерживать? Да, вот считаю. А, ну типа расширяет пространство. Мы сейчас будем такими кабанами. Кабанами жирными. А ну. Это кошмар. Тумбочки такие. Тынь-тынь. Комната зеркал. Ух ты. Так красиво здесь вообще. А это день или ночь? Это время суток меняется. Смотри, Алиса, смотри, как нас видно в зеркале, да? Мама, нас это зеркал. Изначально бюджет проекта города искусств и наук составлял 300 миллионов евро, но в итоге он вырос до 1,3 миллиарда евро из-за своей масштабности. Не надо, упадет, Алиса. Это Марс. Имитация Марса. И марсоход такой. На тему космоса здесь просто масса всего интересного. Огромные залы. Мы ходим уже, наверное, минут 40. Здесь силой мысли нужно сдвинуть шарик с места. Я не понимаю, что он делает. Шарик вон к Тае катится. Нужно о нем думать сильно-сильно. Он стоит, вообще не движется у вас. Не, кажется. Здесь можно оставить свой отпечаток пальца. Да? Правильно я поняла? Не знаю, нажать куда-то. Сюда ставишь палец. Так вот, Да? знакомишь, да? Да. Да, и вот он. И думаю, можешь сравнить Алису и эту. Торнадо. Не шевелись, говорю. Алисин глаз. Мы с Наташей вместе с детьми тоже перепробовали здесь все опыты, все эксперименты. Так интересно. Здесь внутренние органы разобрать и нужно правильно собрать. Мама, мне кажется, Для этого нужно знать анатомию. Ну, Наташа, она в операционной работает, она знает, как тут все собирать. Так, походу здесь типа... Это печень, наверное, да? Нет, здесь буду. Не, печень не там. Ты его посадила, он сел, а теперь поднимай его выше. Сейчас он должен сесть. Прыгай. Опа, смотрим, что написано. 1,10 м ты прыгнула. Максимально далеко. Опа. 1,60 м. Вот. 3. Опа. Ты ж упала. 1,40 м. Это маме нужно померить. У меня реально уже от вас давление огромное. Алиса начала плакать, потому что ей руку передавила. Говорит, отпустите, спасите. Это удар сердца или это давление? Но это пульс твой, Ой, оно да. реально очень сильно сжимает. Мгм. Вот. Почему у меня такой низкий 120? 110, у Алисы было 180. Алиса, потому что она бегает, У меня бегает. 90, мама 30, что? 80. Это нижние и верхние. Вот у Таи так, 117 на 60. Алиса, ты иди в камеру. больнице. Я говорю, что у меня. У меня от вас реально А у давление меня сколько фигачит. было? У тебя было 117 на 60, это норма.
А у меня? У тебя 180. Надо крестное померить давление, вы ее уже просто измучили. Сейчас еще не сказала она. 105 на 67. Эта штука показывает, сколько воды в организме. У Алисы очень мало. У Алисы, да, что вообще не пьешь воду, наверное. Теперь жди меня. О, у тебя что побольше, да? На желтом. У нее было столько. А, нет. Или она там запускает. Ой, не достали меня. Хотите тянуть? Да, и вообще сил мало очень. Не, ну не тянется. Мама, у тебя вообще 30. Жарко очень. Мне понравилось. Вам понравилось, Алис? Да. Интересное место, интересный музей. Мы постарались, говорю, пробежать все быстро. Ну, куда-то не успели, конечно, но максимально посмотрели. Что тебе, Алис, больше всего понравилось в музее? Я цыплята вырву. А, да, где цыплятки из яичек появляются. И где типа такая дырочка, и где космос. Все, идем на автобус и возвращаемся уже в порт на лайнер наш. У нас вечерний променад по палубам. Мы сегодня хороший километраж находили по Валенсии. Идем ужинать. Тарелку ближе к себе подвинь и Таю мы где-то потеряли, не знаю, где она пошла, наверное, в другой ресторан ужинать. А мы сегодня с Наташей и с Алисой ужинаем в нашем ресторане. Не нравится рыба? Сейчас я попробую. Миди уже нету. Мидии уже нету, да? Дать? Нет, мне не дать. У меня есть своя паста. Нашего официанта зовут Соня, и он из Индонезии. Очень приятный молодой человек. Алиса наминает пирожные, и мы идем уже отдыхать сегодня. Завтра у нас день в море.